Джедаи продолжали наносить имперцам урон, кроша их здания своими лазерными мечами. Их мечи пробивали даже планетарные крепости ситхов. Заебу! За каруса! Мочи! Мочи дроидов! Однако пехотинцы Империи наносили не меньше потерь силам Альянса. Смелые Р-2-Д-2 приняли участие в сражении и ударили шоком многих противников. Шел бы ты, Р-2-Д-2, отсюда. Сейчас здесь такой замес начнется. Имперцы так быстро клепали своих дроидов, что накосячили и выпустили бракованную партию дроидов без видеосенсоров. Джедаи с легкостью порубили этот отряд, как слепых котят, которые не замечали нападения, пока их не перебили почти всех. Тогда они начали стрелять вслепую. Скопив огромное количество дроидов и пехотинцев, имперцы вышли еще на одну добывающую базу. Подойдя к ней, джедаи не почувствовали, что к пехотинцам дотекает большой отряд дроидов-мордодеров. И когда силы повстанцев напали на группировку дроидов и пехотинцев, они почувствовали легкий дискомфорт. Поэтому они отступили, чтобы добрать недостающие массы армии. Держать оборону. Эта база нужна нам любой ценой. Вход на основную базу повстанцев надежно защищали дроиды-разрушители и чубаки во главе с Чуи в своих суперкостюмах типа Джин. Подход на восточную базу был надежно застроен стационарными фотонными излучателями и аккумуляторами для их щитов на 20 тысяч ампер-часов. Опробовав еще раз свои силы, джедаи пошли в атаку на опасных противников. Мочи дроидов! Ура! За Йоду! За Карусан! Мордодеры Империи надрали морды джедаев в этом сражении.
Поверив в свои силы, Империя направилась своих дроидов-киборгов на излучатели фотона, но не смогла пробить эти знаменитые протовские фотонные пушки повстанца. Генерал, вы видели там Чуя? Какого чуя вы вообще полезли на эти фотонные пушки? Воины Орденов Джедая в невидимых костюмах продолжали вылазки и нарезку имперского салата с имперчиком. Гримус! Понять, я вам ноги к башке припаяю. Поврежденных дроидов стоять немедленно. Генерал Гривус наблюдал все это с высоты птичьего полета. Доложи обстановку. Сколько пехотинцев у нас есть? Из 10 сотня. И не без 10 мне тут. Только что был вырезан целый гарнизон. И вновь джедайские мечи рассекают дроидов и штурмовиков Империи. При поддержке медицинских капсул транспортных медиваков со своими зелеными лучами регенерации имперцы отбиваются от джедаев. До вторая порция джедаев покрошила всех в оливье, не оставляя им шансов. Гривус, скорей поднимайся на борт своего корабля. Кто там ходит? Это кто там ходит? В это же время десантный дрон приземляется у добывающего дворца, забирая всех дроидов из здания. Затем эта же десантура пробивает еще один храм джедаев. Я подготовил стратегию, которая заставила Палатина гордиться мною. Хороший план, Гривус. Будем оставлять джедаев без ресурсов хитростью. Группировка имперских войск на транспортных кораблях во главе с генералом Гривусом забирали дворцы джедаев один за другим. Но благодаря мастерству магистра Йоды армия Альянса удается устроить засаду, в которую попадает генерал Гривус, но он спасается на единственном выжившем транспортнике и возвращается в свой лагерь за подкреплением. Молодец, генерал. Продолжай в том же духе. Сейчас вы почувствуете всю силу темной стороны. Генерал Гривус, уничтожив еще один дворец джедаев, обманул армию Альянса, развернувшись на юг. Глупые джедайские морды.
Капсулы с пехотинцами и генералом Гривусом приземлились на производственных территориях повстанцев и уничтожили много ценных зданий. Джедайская погонь! Генерал Гривус вновь улизнул на своем транспортнике, и армия Альянса успела перехватить только одну капсулу из его отряда дерзких штурмовиков. Армии повстанцев не удавалось угнаться за быстроходными капсулами Гривуса. Гривусу удалось улизнуть снова от армии джедаев, и он занял плотную оборону у себя на базе. И затем Сидиус приказал отправлять капсулы с дроидами, чтобы воровать минералы у сил Альянса. Повстанцы разбивали дроидов-добытчиков, но минералы, которые они уже собрали, были непригодны для использования. Повстанцы уничтожили здание, находившееся за кольцом гениальной обороны генерала Гривуса, да и получили залпы дальнобойных орудий. Темные силы Империи продолжали истощать все источники ресурсов. The dark side of the Force is calling you. Проиграл! Ты проиграл, генерал Кеноби. Тебе не удастся пробить нашу оборону. Гривус снова направился на производственную базу джедаев. Повстанцы попробовали напасть на базу, пока нет генерала. Но оборону держали Дарт Сидиус и Дарт Вейдер с мощной армией имперцев. Имперская армия планомерно уничтожала производственные здания повстанцев. И по-прежнему удавалось ускользнуть в последний момент от длинных мечей джедаев. Силам Империи удалось загнать армию повстанцев и обманывать их постоянно своими хитрыми маневрами.
Гривус, как всегда, убегал от погони и обманул джедаев, вернувшись на их базу. Уничтожив множество зданий, Гривус хотел улизнуть, но был сражен снайперским выстрелом Оби-Вана. Ай, больно! Тем не менее, Дарт Сидиус и Дарт Вейдер продолжали воровать последние ресурсы отовсюду и, доставая армию повстанцев дальнобойными орудиями, ослабила ее. Нужно хитростью взять эту неприступную крепость, сказал Оби-Ван. Давайте создадим голограммы и выманим противника из их полного гнезда. Это наш единственный шанс. Это наш единственный шанс, так как сил у нас намного меньше. Можем пробовать, сынок. Но не уверен, что сработает это. До войска хитрого Сидиуса и Дарта Вейдера не поддались на эту уловку. R2-D2, запускай голограммы больших роботов, вперед, отправляй их. Ситхи одержали победу в этом секторе галактики. Но битва еще не закончена. Оби-Ван и несколько других джедаев, включая Мастера Йоду, остались живы и покинули планету на спасательной капсуле. Мы за мир в галактике всей. Одинаковы мы. Неважно, кто ты. Зерк, Протос, Тиран, русский, латыш, американец или украинец. Душа в каждом одинакова. Более того, меняет тела она и перерождается. И можем родиться в любом теле мы, будущем. Сражаться давайте за ресурсы и убивать только в играх. Да пребудет с вами разум. Скоро на экранах ваших смартфонов смотрите продолжение сериала Star Warcraft и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные события в галактике.